Всем привет! Не прихоти ради, по требованию спецификаций для... В общем, потребовалась мне для пайки еще одна бензиновая горелочка, но только уже миниатюрнее прежней, то бишь первого номера. К слову, ссылку про изготовление предыдущей горелки я оставлю под этим видео. Итак, приступим. Для того, чтобы собрать такую миниатюрную бензиновую горелочку под кодовым названием ОСА, потребуются вот такие детали, а это в свою очередь. Две латунные заглушки с внутренней резьбой на 1/4 дюйма, переходная муфта с наружной резьбой на 1/4 дюйма, сопло, которое саморучно сделал из вот такого ерша, и, конечно же, диффузор-рассекатель. Также понадобится две медные или латунные трубки 6 на 4 и 4 на 1,8 длиной не менее 120 мм и маленький кран, естественно, на 1/4 дюйма, желательно с переходниками с внутренним диаметром 6 мм. А теперь пару разъяснительных слов о сопле-горелке и диффузоре-рассекателе. Итак, сопло. Я отпилил отрезок длиной 10 мм и обработал в дрели надфилем. В итоге получилась деталь, у которой юбка по наружу 12 мм и толщиной 1 мм. Все остальное трубка с наружным диаметром 10 мм. Внутреннее отверстие я не сверлил и не обрабатывал, поскольку сам ёрш имеет внутреннее отверстие 8 мм. Я думаю, это понятно. Кому интересно, вот простенький чертеж. Теперь о диффузоре-рассекателе. Рассекатель я сделал из кусочка медной пластины толщиной 1 мм. Здесь тоже все просто. Взял муфту, приложил к медяхе и обвел чертилкой внешний и внутренний диаметр. Затем по краю линии внутреннего диаметра просверлил 8 отверстий сверлом 0,8 мм, а также центральное отверстие 4 мм по диаметру тонкой инжекционной трубки. В итоге все обработал, обпилил, и получилась вот такая маленькая деталь. Поскольку все основные детали подготовлены, можно приступить к сборке. А сборку я начну с конфузора, и для этого мне нужно будет в латунных заглушках просверлить отверстие. В одной заглушке я просверлю отверстие с торца диаметром 4 мм для тонкой инжекционной трубки, а в другой 10 мм для сопла. Теперь размечаю. Беру колумбик, замеряю размер по плоскостям. 15 мм пополам 7,5. Теперь по граням провожу линии, выявляя центр. То же самое нужно будет сделать на второй. Все, теперь керню и сверлим. Заглушки накернил, отметки отчетливо видны. Уже подготовил два сверла. Это четверка для инжекционной трубки, а это десятка для сопла. Итак, отверстия просверлены. Теперь предварительная сборка. Беру муфту, вкручиваю в заглушку. Во вторую вставляю сопло.
и диффузор-рассекатель. После чего все вместе скручиваю. Также можно продеть и инжекционную трубку. Все отлично. Продолжаем. Теперь на конфузор нужно закрепить трубку основного канала. Как я это делаю? Снова беру колумбик, замеряю одну из граней и делю пополам. Здесь у нас 10 миллиметров, пополам 5. Провожу линию для определения центра. Отлично. Теперь кирню. Здесь в месте кирнения я буду сверлить отверстие сверлом на 4,7 для того, чтобы нарезать резьбу мечиком на М6. Также нужно будет нарезать резьбу на М6 на трубке основного канала леркой на 6, буквально на 3-4 витка. И вот, после нескольких несложных манипуляций в конфузоре и на трубке, я нарезал резьбы. Все отлично, двигаемся дальше. Сейчас я разбираю кран, чтобы извлечь пластиковые прокладки, которые в процессе пайки могут расплавиться, после чего вкручу в него переходники для удобства и компоновки размеров этой горелочки. Я хочу, чтобы грани переходника и грани крана соприкасались или были как можно ближе. Поэтому на переходнике отрежу пару витков резьбы. Это делать, конечно, не обязательно, скорее это мой каприз по эстетике внешнего вида этой горелочки. К тому же это не трудно и займет всего минуту времени, так что делаю. Все, вот теперь отлично, моя душенька спокойна, и при полном зажатии грани крана и переходника сходятся. Теперь отмечаю длину трубки основного канала до крана. Я решил, что 45 мм будет вполне достаточно, посему ставлю метку и отрезаю.
Ну что же, подошел этап компоновки пайки и установки инжекционной трубки. Перед пайкой необходимо туго поджать переходники на кране. Итак, поджимаю, затем ставлю метки согласно расположению конфузора и крана. Метки установлены, теперь можно и паять. Обпаял соединение тыльной заглушки и переходной муфты, и также все соединения основного канала. Здесь, здесь и вот здесь. Теперь пришло время установить инжекционную трубку. Для этого сверлом на 3 мм просверлю отверстие в нижнем штуцере, как можно ближе к гайке. Затем нарежу резьбу мечиком на М4. А также леркой на М4 нужно нарезать на одном из краев инжекционной трубки резьбу на М4. Я нарезал резьбы, предварительно сформировал инжекционную трубку. Теперь ее пропаиваю на нижнем штуцере, собираю кран, ввожу в конфузор и завершаю пайку. И вот на очереди сборка крана. Важно при сборке не забыть промазать любым герметиком резьбовые соединения, чтобы избежать выхода бензиновых паров. После того, как ввел инжекционную трубку в конфузор, ставлю на свое место диффузор-рассекатель. Важно обратить внимание на вылет трубки. Он должен быть 1,5-2 мм. Здесь все хорошо, запаиваю последнюю точку на тыльной стороне конфузора. Ну вот, можно сказать, что горелочка почти готова. Осталось очистить излишки и капли олова, а также сделать ручку, да и в целом придать ей вид, чем я сейчас и займусь. Итак, последние штрихи. Насаживаю ручки и готово. Посмотрите, какая прелесть получилась из пары латунных деталек и трубок. Знаете, скажу откровенно, горелочка получилась очень красивой. Работой я доволен, прям вах. Такая сбитая и миниатюрная, мне очень нравится.
Ну а теперь эту красоту не терпится проверить в работе. Посему поспешу и подготовлю ее к испытаниям. Итак, собрал простейший стенд, на котором, как видно, стоит обычный компрессор от холодильника. И испаритель, который представляет из себя обычную литровую банку с крышкой-закруткой. Также кран для регулировки подачи бензино-воздушной смеси. Сама смесь поступает в горелку по хлорвиниловым капиллярам. К слову, трубки, которые я впаял в испаритель, использовал от антенны для радиоприемника. Одна из трубок двухсегментная, ее можно растянуть в случае увеличения банки испарителя. Сейчас доливаю бензинчика, я использую очищенный бензин Калоша и попробую горелочку в деле. И сам агрегат уберу в сторону, от греха подальше, ибо с бензином шутки плохи и нужно быть крайне осторожным. Тест мини-бензиновой горелочки пройдет по стандарту. Плавлю алюминий, кусочки латуни и в конце концов медную проволоку. Конечно же, алюминий плавится очень легко и просто. Теперь попробую усложнить задачу и расплавлю маленькие кусочки латуни. Итак, друзья, как можно видеть, эта малышка разобралась и с латунью. То есть латунь в небольших количествах она плавит тоже с легкостью. Теперь попробую расплавить кусочек меди. Закладываю медную проволоку в импровизированный тигель. Этот кусочек трубочки в сторону. Плавлю. Как можно видеть, медь уже начала плавиться. Еще немного и готово. Итак, друзья, медь, конечно же, расплавилась. Соответственно, объем меди небольшой. И на всю эту плавку ушло около 3 минут. Но результатом этой миниатюрной горелочки я более чем доволен. К слову, я касаюсь руками за конфузер. Она еле нагрелась, температура градусов 60-65. Кто бы что ни говорил, что плавится
олово. У меня ничего не плавится, ничего не греется. Причины неизвестны. Работал горелкой более 5 минут. Да, горелочка маленькая, но она с легкостью справляется с плавкой маленьких объемов цветных металлов. Это медь, это латунь. Ну, а за алюминий вообще разговора нет. Это для нее элементарно. Делал я ее целенаправленно для пайки теплообменников котлов, радиаторов и прочего. Конечно же, также можно использовать и в ювелирном деле. Это горелки в сравнении. На этом все. Мини-горелку я закончил. Спасибо за то, что были со мной, за то, что разделили мой очередной творческий порыв. Делайте полезные, красивые вещи из ничего. Всем пока, до новых встреч и новых проектов.